Всем привет, Джек на связи. Снова давно не виделись, все никак мне не получается выпускать видео по моему негласному графику раз в неделю. Даже раз в 2 недели уже не получается, поэтому давайте сегодня с вами поговорим о Панамском канале. Соответственно, если вы планируете эмиграцию в Панаму, то помимо плюсов и минусов неплохо бы знать еще и подводные камни и скелеты в шкафу той страны, в которую вы едете. Информации достаточно много, не вся она указана в различных источниках. Давайте я повешу такой дисклеймер с самого начала видео, что все, что я вам расскажу, я выдумал, и любые совпадения с реальностью являются случайностью. Вот, поэтому просто послушайте мой невероятный рассказ и выводы сделайте какие-нибудь сами. Смотрите, мы не будем сегодня обсуждать историю о том, как австралопитеки гуляли по Панаме, увидели красоту океанов и решили, что хорошо бы кушать бургеры утром на стороне Тихого океана, а вечером на стороне Атлантического, и поэтому задумались о строительстве железной дороги, вот этого всего. Мы начнем с вами с времен, когда страны, которые располагались на континенте Южной Америки, уже отделились, стали независимыми от Испании. Соответственно, Испания в свое время наворотила дел, да, соответственно, у нее было здесь несколько колоний, включая Колумбию и Панаму. Вот, они стали независимыми, и было это единое государство, колумбийское. Вот, Панамы как самостоятельная страна не существовала, существовала только как регион Колумбийской империи. И вот, значит, к этой Колумбийской империи в 1800 лохматых годах пришли французы с такой идеей, что, смотрите, какая есть умная мысль, простроить канал и зарабатывать на этом много денег. Мысль эта колумбийцам понравилась, и они дали добро на строительство канала. Французы с этим вопросом не справились, они не учли то, что здесь достаточно суровые климатические условия. Здесь надо важную ремарку сделать о том, что пришли не абы какие французы, а пришел человек, который занимался строительством Суэцкого канала. Но копать в пустыне — это не то, что копать в джунглях. В общем, люди, которые были здесь наняты, померли от малярии, и компания французская, которая занималась строительством, она разорилась просто-напросто. Не хватило у нее средств на то, чтобы осилить такой проект. Все это дело заметили Соединенные Штаты, и, соответственно, как только у французов ничего не получилось, они тоже решили подойти к колумбийскому правительству и уточнить, что это такое вообще было. Они пришли и сказали, что давайте мы тоже попробуем. Это действительно интересная идея, заманчиво интригующая, соединить 2 океана, чтобы сократить корабельный путь и при этом получать много денег. Они практически договорились с правительством Колумбии, но в какой-то момент правительство Колумбии захотело много денег. То есть они подняли цену вопроса. Так как я все выдумал, могу называть любые цифры. Я скажу вам в 10 раз. И на что Штаты ответили, что мы подумаем. Мы подумаем, и недолго думая, вместо того, чтобы давать Колумбийской империи какие-то деньги, они завезли оружие в Панамский регион. Так как в Панаме ходили такие настроения, что неплохо было бы обрести независимость, они поддержали панамцев. И вот с американским оружием, таким нехитрым образом, Панама стала независимой страной в 1903 году. Вот, панамцы этому сильно обрадовались, так они в целом этого хотели. И в знак благодарности они подписали буквально через 20 дней, по-моему, с американским правительством договор о том, что им разрешается строить Панамский канал. Вот, они получают контроль над зоной канала, там или 8 миль, или 8 километров правый и левый берег. И единственная выгода, которую с этого имеет Панама, это некая арендная плата за вот эту землю, и платилась один раз в год. Что-то там порядка 200 или 250 тысяч долларов. Вот, недолго думая, Америка приступила к строительству. И спустя каких-то 10 лет, в 1914 году, канал был построен, открыт, через него прошло первое судно, и официально, соответственно, началось судоходство через Панамский канал. Далее, если пойти на какую-нибудь Википедию, то вам сразу же расскажут, что в 1977 году был договор Картера-Торихоса, по которому Америка щедро передала канал обратно панамцам. Но тут надо сделать шаг назад и в нашей выдуманной истории добавить несколько деталей. Смотрите, в какой-то момент панамцам стало достаточно грустно, что они получают мало денег за аренду вот этой территории, что очень большие деньги идут в Америку, все проходит мимо Панамы. Это является как бы национальным достоянием Панамы, но управляется Америкой, и вот это вот все. И, значит, случилась у них такая история, что вдоль Панамского канала, естественно, стоял забор, на нем висели американские флаги, и в 1960-х годах каким-то панамским студентам очень захотелось, чтобы Америка вывесила там, на этом заборе,
панамские флаги. Вот, Америка не согласилась, сказала, что нет, забор наш, и флаги будут наши. После этого несколько студентов попытались перелезть через забор и повесить те самые флаги. Это было нарушение вот этого режима, этого военного объекта, потому что Панамский канал до сих пор является стратегическим объектом. И эти студенты были физически уничтожены, к сожалению. Это вызвало бурную волну протестов в Панаме. Соответственно, панамцы не взлюбили очень сильно американцев за это. И все это добро за каких-то 10 лет пришло к тому, что панамцы под руководством того самого Омара Торихоса захватили ворота Панамского канала, их, соответственно, там 3 шлюза, по-моему. Они их немножечко заминировали и, соответственно, отправили весточку в Америку о том, что либо Панамский канал переходит Панаме, либо, соответственно, они уничтожают его инфраструктуру и будут дополнительно постреливать по нему для того, чтобы у Америки не было возможности его восстановить. Вот, после таких заявлений, соответственно, наступает время того самого договора. Америка согласилась передать Панамский канал Панаме под панамское управление. Все, передача началась в 1977 году. То есть здесь надо понимать, что Панамский канал — это не самолет, не автомобиль. Это грандиозное сооружение. К нему прилегает куча административных зданий. Там надо знать и уметь, как этим всем управлять. Поэтому в течение следующих 22 лет шла передача. Людей обучали, как с ним работать, как им управлять. И в 1999 году Панама получила окончательный суверенитет, то есть канал перешел полностью под ее управление. Эту историю, конечно, с Панамским каналом тому самому Омару не простили, и поэтому буквально там в 1985 году его самолет таинственным образом где-то разбился. Где-то на территории Панамы. На смену ему пришел другой панамский лидер, которого звали Мануэль Норьего. Там произошла еще одна история, которую я выдумал, я вам ее не буду рассказывать. Но там получилось так, что они не поделили некие вещи с американским правительством. И так как он, Норьего, не делал так, как его просят американские соседи, соответственно, Америка в 1989 году провела военную операцию, вторгнувшись на территорию Панамы. Вот, в рамках этого всего Норьего был схвачен. Там, по-моему, есть вот эта байка потрясающая. Ну, как байка. Вроде как так все и было, но сразу же я же оговорился, что это все выдумка, поэтому. Есть байка о том, что он спрятался в каком-то там посольстве, и американцы поставили вот эти вот огромные колонки, включили какую-то музыку, вроде как на ютубе даже есть плейлист, названный именем этого Норьеги. Вот, и таким нехитрым образом они выкурили его из посольства другой страны, и он сдался, они его забрали и отвезли в американскую тюрьму. В рамках этой операции, помимо того, что они схватили Норьегу, поменяли руководство в стране, еще и забрали документы о падении того самого самолета, на котором разбился предыдущий лидер Панамы. Вот, и они до сих пор находятся в Америке, они до сих пор засекречены. Теперь мы возвращаемся к 1999 году. Соответственно, Панама получила суверенитет, начала управлять каналом. Казалось бы, все должны быть довольны. То есть в рамках современных отношений Америки и Панамы. Вы наверняка слышали эту историю о том, что Трамп хочет, чтобы Панамский канал снова стал американским. Значит, что к этому привело? Вот панамцы, значит, управляли Панамским каналом, и в какой-то момент китайцы начали выкупать земли, те самые вдоль Панамского канала. Вроде как они начали выкупать даже какие-то портовые земли. И китайцы начали выкупать, значит, землю. Таким нехитрым образом каким-то они получили доступ к установке пошлин для прохождения судов через Панамский канал. И вроде как они увеличили размер пошлин, причем в несколько раз для американских судов. Именно этот момент очень не понравился Трампу. И он сейчас активно грозит Панаме пальцем по поводу того, что если ничего не поменяется, то Америка заберет управление каналом обратно. Если смотреть на всю эту историю верхнеуровнево, то я бы выделил какие моменты. Со стороны Америки получается, что канал фактически национализировали. То есть Америка заключила честную сделку, она платила Панаме деньги. Соответственно, вместо того, чтобы как-то эту сделку пересмотреть, панамцы канал забрали силой. Другой момент со стороны панамцев, если рассмотреть этот вопрос,
то в 1903 году, когда Америка помогла стране обрести независимость, люди, которые были выбраны управленцами этой новой страны, которая как бы внезапно образовалась, как будто бы не имели юридических полномочий подписывать никакие документы, тем более в течение первых 20 дней существования новой страны. Поэтому тот договор, который заключила Панама и Америка, панамцы считают не совсем юридически валидным. Якобы его подписал какой-то человек со стороны Панамы, который не имел таких полномочий подписывать такие договора. Вот, на чьей стороне правда решайте сами, но смысл именно вот в этом, что сейчас канал стал камнем преткновения, он как был, так и остается стратегически важным объектом. И вот, соответственно, Америка хочет вернуть управление над каналом себе, для того, чтобы не было вот этих вот невероятных телодвижений со стороны Китая. Наверное, несколько занимательных фактов. Надо было в начале видео сказать, что «Эй, досматривайте видео до конца, в конце я расскажу вам что-то очень интересное». Но я очень плохо снимаю видео, поэтому кликбейта не было, просто в конце вам расскажу что-то интересное. Смотрите, опять же, если смотреть на панамский канал и немножечко подумать, то у вас должна возникнуть такая мысль, что раз это такое прибыльное дело, что корабли, проходя через Панамский канал, могут платить сотни тысяч долларов за один единственный проход единовременный, то почему никто больше не строит таких каналов? Да? То есть в Панаме свой канал есть, но если вы посмотрите на глобус, то вот это вот перешейк между Северной и Южной Америкой, на нем находится еще несколько стран Центральной так называемой Америки. Почему ни одна другая страна не строит канал, чтобы создать, скажем так, конкуренцию, например? Рассказываю. Есть такая страна Гватемала, здесь тоже недалеко. Она гораздо беднее, чем Панама. И там, опять же, китайцы в какой-то момент решили построить Панамский канал. Прокопать Гватемальский канал. Туда были завезены стройматериалы, соответственно, тоже хотели пойти нехитрым путем, сначала проложить железную дорогу, потом вдоль железной дороги выкопать канал. Вот они привезли туда материалы для строительства железной дороги, и с ними произошел художественный фильм «Снэч». Все материалы были разворованы, потому что страна очень бедная. Вот. И на этом строительство Гватемальского канала закончилось. Вроде как сейчас там хотят предпринять еще какие-то попытки по его строительству, но все там ни шатка, ни валка. Вторая интересная история, тоже про конкуренцию, связана с тем, что сейчас Мексика рассматривает вопрос о том, чтобы прокопать Мексиканский канал. У них, соответственно, там территория чуть пошире между океанами. Если в Панаме от 60 до 80 километров, я не помню, сколько точно там по протяженности Панамский канал, то в Мексике надо будет прокопать 300 километров с небольшим от Атлантики до Тихого океана. Проект оценили в несколько миллиардов долларов, 7,5, если я ничего не путаю. И здесь проблема в том, что Мексика может себе это позволить. Мексиканские всякие не очень добросовестные организации владеют достаточно большими деньгами, и они могут позволить себе построить Мексиканский канал. Поэтому будем следить за развитием событий, посмотрим, как скоро они его построят и чем это будет чревато для Панамы и для ее экономического состояния. Такие дела, ребята. Такая вот интересная, надеюсь, получилась история. Будете знать, что здесь происходит, чем живет этот континент, какие интриги, скандалы, расследования разворачиваются вокруг Панамского канала. А так, был рад уделить вам время. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, чтобы не пропускать те видео, которые выходят достаточно редко. И увидимся в следующем видео.